В древности Луна была символом. Сейчас это объект исследования. А чем же она будет завтра? Всем привет! Вы на канале Ромамблер Шоу. И это Луна 2050. Ну что, поехали? Замедлившееся развитие космической техники после 70-х годов не позволяет думать, что колонизация космоса легко достижимая и во всех случаях оправданная цель. Луна, в силу своей близости к Земле, всего 3 дня полета и благодаря своим впечатляющим ландшафтам и экзотичности, также выглядит как весьма вероятный объект для космического туризма, который может привлечь значительное количество средств на ее освоение. Луна уже давно рассматривается как кандидат для места создания человеческой колонии, но длительное присутствие человека на Луне будет требовать решения ряда проблем. Так, атмосфера Земли и магнитное поле задерживают большую часть солнечной радиации. В атмосфере также сгорает множество микрометеоритов. На Луне без решения радиационной и метеоритной проблем невозможно создание условий для нормальной колонизации. Но гораздо большую проблему представляет жесткое рентгеновское излучение. Расчеты показали, что астронавт после 100 часов на поверхности Луны с вероятностью 10% получит опасную для здоровья дозу. В случае же солнечной вспышки опасную дозу можно получить в течение нескольких минут. Луна обладает и разнообразными полезными ископаемыми, в том числе и ценными для промышленности металлами, железом, алюминием, титаном. Кроме этого, в поверхностном слое грунта, реголите, накоплен редкий на Земле изотоп гелия-3, который может использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов. Глубокий вакуум и наличие дешевой солнечной энергии открывают новые горизонты для электроники, металлургии и металлообработки. Гелий-3 – редкий изотоп, стоимость приблизительно $1200 США за литр газа, необходимый в ядерной энергетике для запуска термоядерной реакции. На Луне его количество оценивается по минимальным оценкам 500 тысяч тонн. 1 килограмм стоит более $200 миллионов, а весь гелий более 10 квадриллионов долларов, что в соотношении 500 нынешних ВВП США. Чтобы обеспечивать энергией все население Земли в течение года, по подсчетам ученых, необходимо приблизительно 30 тонн гелия-3. Присутствие гелия-3 в лунных минералах представители Американского национального агентства по астронавтике и космонавтике считают серьезным доводом к освоению спутника. Создание станции не только вопрос науки и государственного престижа, но и коммерческой выгоды. И в начале 21 века США инициировали новую лунную гонку, которую, как в лунную гонку за второе место, объявили о вступлении еще несколько передовых космических держав. Все эти программы предусматривают создание базы на Луне. О своих планах освоения Луны не раз заявлял Китай. 24 октября 2007 года с космодрома Сичан был успешно запущен первый китайский спутник Луны Чанье-1. В его задачу входило получение стереоснимков, с помощью которых впоследствии изготовят объемную карту лунной поверхности. Сейчас же Китай совершил 3 экспедиции на Луну. Последним был Чаньэ-3. Эта межпланетная станция является посадочным аппаратом, состоящим из стационарной лунной станции и первого китайского лунохода. В будущем КНР рассчитывает основать на Луне обитаемую научную базу. Согласно китайской программе, освоение естественного спутника Земли намечено на 2040-2060 годы. Амбициозный план Европейского космического агентства «Аврора» предусматривает в конечном итоге после 2030 года экспедиции и базы на Луне. Первая европейская лунная станция Смарт-1 в течение года и 7 месяцев занималась картографированием поверхности Луны, а также построением карт залегания различных минералов. 3 сентября 2006 года аппарат завершил свою миссию. Он был сведен с орбиты и разрушился при ударе о поверхность Луны. Индия в 2008 году послала к Луне первую АМС Чандарьян-1 с целью трехмерного топографирования и радиозондирования для составления карты химических элементов поверхности, поисков металлов, воды и гелия-3. Индийская организация космических исследований предоставила планы по скорой отправке лунохода и совместных или независимых пилотируемых полетов к Луне в отдаленном будущем, после 2030 года. Японское агентство по космическим исследованиям планировало к 2030 году ввести в строй обитаемую станцию на Луне на 5 лет позже предполагавшихся ранее сроков. В 2007 году космическая станция Кагуя
Япония начала орбитальное исследование Луны. В марте 2010 года Япония решила отказаться от пилотируемой лунной программы из-за ее чрезмерной затратности в пользу роботизированных технологий. В феврале 2010 года НАСА представила новый проект «Аватары на Луне», который может быть реализован уже через 1000 дней. Суть его заключается в организации экспедиции на Луну с участием роботов-аватаров, представляющих собой устройство телеприсутствия. В этом случае инженеры, занимающиеся организацией полета, избавят себя от необходимости использования важных систем жизнеобеспечения и благодаря этому используют менее сложный и дорогой космический корабль. Для управления роботами, аватарами, эксперты НАСА предполагают использовать высокотехнологичные костюмы дистанционного присутствия. Один и тот же костюм могут надевать несколько специалистов из разных областей науки поочередно. К примеру, в ходе изучения особенностей лунной поверхности управлять аватаром может геолог, а затем в костюм телеприсутствия может облачиться физик. В 2014 году стало известно о проекте концепции российской лунной программы, в которой предложены 3 этапа. Первый этап 2016-2025 год предполагает отправку на Луну автоматических межпланетных станций Луна-25, 26, 27, 28. Они должны будут определить состав и физико-химические свойства лунного полярного реголита с водяным льдом и другими летучими соединениями. Кроме того, задачей аппаратов станет выбор наиболее перспективного района в области южного полюса Луны для будущего развертывания там полигона и лунной базы. Второй этап 28-30 года включает пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на ее поверхность. Третий этап 30-40-е года включает высадку космонавта в районе потенциального размещения лунного полигона и развертывание первых элементов инфраструктуры из лунного вещества. В частности, предлагается начать строить элементы лунной астрономической обсерватории, а также объектов для мониторинга Земли. К 2050 году планируется построить обитаемую базу и полигон по добыче полезных ископаемых. Однако существует и серьезная критика этих планов. Дело в том, что для зажигания термоядерной реакции дейтерий плюс гелий-3 необходимо нагреть изотопы до температуры 1 миллиард градусов и решить задачу удержания нагретой до такой температуры плазмы. Современный технологический уровень позволяет удержать плазму, нагретую лишь до нескольких сотен миллионов градусов в реакции дейтерий плюс тритий. При этом почти вся энергия, полученная в ходе термоядерной реакции, затрачивается на удержание плазмы, поэтому реакторы на гелий-3 считаются делом отдаленного будущего. Самым многообещающим проектом в этом отношении на данный момент является масштабный международный экспериментальный реактор ИТЕР, строительство которого предполагается закончить в 2018 году. После этого последует порядка 20 лет экспериментов. Промышленное использование термоядерного синтеза ожидается не ранее 2050 года, по самым оптимистичным прогнозам. С появлением нового вида топлива стремительно обесценится нефть и газ, появятся новые перспективные виды вооружения, и поэтому победитель второй лунной гонки будет новой гипердержавой, под влиянием которой попадет не только вся Солнечная система, но и весь космос. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Ромамблер Шоу. Не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. А также пишите в комментариях идеи для следующих роликов. Увидимся на Ромамблер Шоу.